Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Марафон показов недели моды в Милане оказался богат на яркие события. Вот и знаменитый бренд Tom Ford тоже вернулся в модную столицу Италии после долгой разлуки, представив на подиуме коллекцию «Весна-лето 2024». Она стала сборником лучших хитов модного дома, но в новой обработке. Ведь в роли креативного директора компании дебютировал Питер Хокинс. Дизайнер проработал с Томом Фордом почти 25 лет. И он не просто последователь отца-основателя бренда, а его воспитанник и первый ученик. Питер больше занимался в компании мужской линией, а вот в последнее время участвовал уже во всех процессах подготовки сезонных показов. От выбора и закупки тканей до стилизации шоу. Поэтому неудивительно, что именно ему Том и передал бразды правления. Так что первая самостоятельная коллекция Хокинса, по сути, продолжает, если не дублирует последнюю, выпущенную еще при Форде. В итоге получилась, скажем так, энциклопедия кодов именитого дома моды, в основе которых 4 важных элемента – гламур, сексуальность, элегантность и красота. В конце концов, кто, как не Питер Хокинс, знает их на зубок. Давайте и мы с вами, друзья, вкратце пройдемся по главным ключевым составляющим модного гардероба на теплый сезон под маркой Tom Ford. Фактурная кожа с тиснением под рептилию. Ее мы увидели уже в первом луке. Шоу открыла модель в облегченном, длиной до колен, черном кожаном пальто и высоких сапогах-ботфортах. Отмечу, что кожа с узором под крокодила стала лейтмотивом коллекции и хорошо показала себя не только в черном, но также в шоколадном, винном, табачном, малиновом и бирюзовом цвете. Мне, например, приглянулись комплекты, где верх – короткая куртка-жакет, а низ – строгая юбка-карандаш либо смелые мини-шорты. Анималистические мотивы активно проявились в новой линейке не только в одежде, но также в оформлении сумок и обуви. Берем на заметку элегантный клатч либо аккуратную сумку на тонкой цепочке с застежкой, повторяющей логотип компании. А еще изящные босоножки на тонком высоком каблуке. В модных коллекциях бренда Tom Ford умеют сделать секси любой предмет гардероба. На этот раз за любовное настроение на подиуме отвечали блузы с фирменными глубокими декольте, манера носить шелковую рубашку либо трикотажные боди, расстегнув до пупка, полупрозрачные макси и ажурная плетеная сетка, наряды с горловиной халтер, высокими воротниками и длинными рукавами, где закрытость отдельных моделей компенсировали эффектные глубокие вырезы на спине. Правда, при виде некоторых платьев я испытала легкое дежавю, вспомнив прошлогоднюю коллекцию Сен-Лоран по мотивам сценических костюмов Марты Грэм. Но это не страшно. Следующий важный момент, на который стоит обратить внимание при знакомстве с новой коллекцией – брючный костюм. Он – визитная карточка бренда. Здесь мастерство портного, закройщика, дизайнера всегда возводилось в абсолют. От всего сердца мне бы хотелось поставить лайк за костюмы в полоску и все вариации бархатных двоек. Стильно, элегантно, дорого. Помимо прямого цитирования Форда, Питер Хокинс использовал бархат в образах и без привязки к архивам, стараясь иногда хоть немного отойти от заповеди мэтра моды. Я ожидала сегодня увидеть на подиуме целую россыпь пайеток, которые всегда доминировали у бренда. Но дизайнер выбрал совершенно другое направление и в финальном блоке показа представил целую серию образов в золотом. Впрочем, металлизированные блестящие ткани, золоченая бахрома сверкали на подиуме не меньше и даже ярче, чем пайетки. Да и на протяжении всего модного шоу золоту был дан немалый приоритет. Благородный металл доминировал не только в массивных украшениях, но и стал главной декоративной составляющей аксессуаров, добавив в аутфит свою порцию гламура. По итогу можно уверенно сказать, что со сменой руководства для преданных поклонников и постоянных клиентов модного дома пока ничего не изменилось. Это все тот же именитый бренд Tom Ford, у которого мы найдем эффектные стильные образы и для реальной жизни, и для идеальной глянцевой картинки. Приятного вам просмотра, друзья! Огромнейшее спасибо за лайки и комментарии.
Всем красоты, позитива, хорошего дня и яркого, солнечного настроения!